Всем привет, друзья! Сегодня рассмотрим вот такую небольшую посылочку. Заказал кое-что из самой необходимой химии и добил все это дело небольшой моделькой. Давайте вскрывать и посмотрим, что здесь. И вот сразу перед нами та самая моделька, новинка от фирмы Ace. Сейчас я ее извлеку из пленки. Судя по весу коробки, здесь также находятся баночки с химией. Далее еще одна баночка упакована отдельно. Сейчас я все это извлеку и посмотрим поближе. Все в каких-то опилках, где это хранилось, непонятно. Но мой заказ лежит с весны, так что не мудрено. Не мудрено, что он уже припорошен вот этим вот всем. Разбор поступлений начнем с химии. Здесь у меня 3 разных производителя. Ну и давайте начнем по порядку. Первая — это краска от Tamiya, цвет XF8. Матовый синий. Его я взял для модели японского грузовика. Давайте посмотрим поближе, что это за цвет. Если вы давно следите за моим каналом, то знаете, что я склонен красить все свои модели в гражданские цвета. И японский армейский грузовик не стал исключением. Отправится он у меня на гражданку. В целом краска ожидания оправдала. Примерно в таком цвете я этот грузовик и видел. Так что будем красить, посмотрим, как ляжет Tamiya, посмотрим, как этот цвет все-таки будет смотреться на модели. Если кто-то не знает или забыл, то мы на стримах собираем вот такой вот японский армейский грузовик. Непосредственно сборка идет на стримах, но я также между эфирами снимаю коротенькие отчеты и смонтирую из них оффлайн ролик. Следите за анонсами на канале и не пропускайте объявления о прямых эфирах. Следующая химия в моем арсенале — это лаки от Хамы. Хама несколько преобразилась за последнее время. У них наконец-то появились нормальные баночки с завинчивающейся крышкой, и также объем увеличился на 2 мл. Вот такие вот баночки у Хамы были раньше. Это у меня оранжевый лак. Здесь крышка такая вот неплотно закрывающаяся, без резьбы, просто на защелке, на такой вот сомнительной. И объем здесь 16 мл. Новая баночка завинчивается, и объем, соответственно, 18 мл. Взял я красный и желтый лаки. Желтого у меня не было, а красный высох. Оранжевый в старой баночке еще булькает, так что поживет еще, попользуемся. И вот эти вот лаки — это та самая химия, которая мне нужна вот прямо сейчас. Я их использую для завершения одного долгожданного проекта. О нем вы меня чаще всего спрашиваете в комментариях. Если догадались, о чем речь, напишите. И, наконец, последняя баночка с химией в этой посылке — это растворитель для красок Валеха. Airbrush Thinner, то есть растворитель непосредственно для аэрографа. Судя по отзывам, химия хорошая, отлично сочетается с красками Валеха, естественно, для них-то он и предназначен. И я думаю, при его использовании красить будет гораздо удобнее и веселее. Сейчас я использую в качестве разбавителя вот такой вот универсальный растворитель от Hobby Малятка. Здесь сказано, что он подходит для множества красок, в том числе для Валеха и для Tamiya. Ну, Tamiya я еще попробую разводить с его помощью. Если не получится, то уже придется приобретать тоже специальный фирменный растворитель.
Ну а для валяха в следующий раз буду использовать уже свою новую баночку. Кроме красок и моделей, в посылке еще был вот такой вот небольшой набор для доработок. Это свинцовая проволока диаметром 0,2 мм. Вот, судя по обложке, фирма предлагает достаточно широкий ассортимент подобной проволоки. Здесь вот присутствует несколько разных диаметров с шагом 0,1 мм от 0,2 до 1 мм. Судя по всему, свинцовая проволока легко гнется, ей легко придать нужную форму, она не пружинит, не возвращается в какое-то исходное положение, и с ее помощью будет очень легко имитировать всевозможные трубки или же провода. Я решил взять самый меньший диаметр, поскольку именно такая проволока у меня в дефиците. 0,3 мм и толще у меня в принципе есть и из медной проволоки, и из припоя. А вот 0,2 мм это такой более редкий материал в моих закромах. Действительно, проволочка очень мягкая, очень легко гнется. Наверняка еще и рвется легко, поэтому нужно будет работать предельно аккуратно. Ну, в общем-то, толщина и внешний вид проволоки мне очень нравятся. Я думаю, с ее помощью можно будет и в подкапотном пространстве поработать, и использовать ее даже для 72 масштаба, там где 0,3 мм уже толстовато. Так что однозначно пригодится в моих доработках. Не хочу доставать всю из пакета, но вот даже здесь хорошо видно, что проволока очень здорово смотрится для имитации пучка проводов. И скорее всего в будущем я буду подкупать и другие диаметры. Все-таки с такой проволокой работать гораздо легче, чем с медью. Ну а выбор диаметров здесь также обширный и подойдет для любых нужд. И также, я думаю, очень реалистично будет, если использовать несколько разных диаметров на одной модели. Тем самым подчеркнуть разные провода или разные патрубки. Все-таки в реальности на прототипе они не одного диаметра. Ну и, собственно, к модели мы и переходим. Как я уже и сказал, это новинка от фирмы Ace в масштабе 1 к 72. И это у нас модель британского легкового автомобиля Super Snipe в кузове седан. Представлена машина здесь в образе командирского экипажа. Фирма Ace в этом году выпустила целую серию подобных моделей. В ассортименте еще представлен кабриолет и универсал, скажем так, с деревянным кузовом. На боковинке, кстати, универсал и изображен. Давайте в общих чертах рассмотрим набор. Ну а отдельным роликом, конечно, выйдет уже полный обзор этой модели. В целом мне здесь все нравится. Детали пролиты достаточно хорошо. Каких-то явных дефектов я не наблюдаю. Мелочевка также хорошо просматривается. В наборе присутствует небольшая плата травления, декали. Но в целом моделька производит очень приятное впечатление. До этого я держал в руках только одну модель от фирмы Ace. Это был ГАЗ-6173. И это, конечно, довольно старенькая модель, и видно, что формы там уже довольно уставшие. Здесь по первому впечатлению разница налицо, и я надеюсь, что и собираться эта модель будет гораздо лучше и интереснее. Инструкция у Ace не меняется. Все такая же черно-белая схема на развороте листа А4. И о покраске здесь также сказано просто словесно. Но, как я уже и говорил, моделям на моем канале уготована гражданская судьба. Так что и для этого седанчика мы выберем какой-нибудь более интересный, яркий цвет. Ну что ж, вот такая вот небольшая посылочка, друзья. Честно говоря, не планировал я так быстро забирать ее в магазине. Хотел добавить сюда еще что-нибудь. Но, как я и сказал, мне сейчас вот срочно понадобились вот эти вот лаки. И поэтому забрал с тем, что было.
Так что все остальное, что я там позапланировал и хотел приобрести, уже приедет следующей коробочкой. А на этом ролик я буду заканчивать. Ставьте лайки, если этот обзор был вам интересен, и подписывайтесь обязательно на канал. Ну а также не забывайте оставлять комментарии под видео. Я же благодарю вас за внимание. Всем пока и до новых встреч!